Зима 1942 года. Гитлеровские армии разгромлены под Москвой. Но на землях, оккупированных врагом, в фашистской неволе, томятся миллионы людей. Посвети-ка сюда, Петя. Что такое? Они круто пошли вверх. Смотрите, майор. С ума сошли. Товарищ генерал, смотрите. Столб ограды. Значит, до поверхности меньше полметра. Он бы сразу рухнул. Нас спасло, что в этом месте глина. Дмитрий Михайлович, за 5 месяцев, что подкоп роем, в первый раз у ребят нервы сдали. До ограды дошли, волю почуяли. Вот и рванули наверх. Мой недосмотр, товарищ генерал. Что значит нет терпения? Долго, товарищ генерал. Что значит долго? 5 месяцев роли. Вы понимаете, лейтенант Шадров, что вы ставите под угрозу наш общий 5-месячный труд? Что ж теперь делать? Немедленно укрепить то место. И дальше следовать строго горизонтально в прежнем уровне. Но зачем время терять, Дмитрий Михайлович? А затем, что подкоп необходимо вывести во враг. Только в этом гарантия успеха. Правильно. Всего полметра вверх и свобода. Вылезем на голое место, нас всех как котят прихлопнут. У них там на вышках пулеметы. А враг надо правильно. 15 метров. Это ж целый месяц потеряем. Ставить разговор. Это приказ. Его надо выполнять. А ослабленное место нужно укрепить стойками завтра же. По полдоски снар. Пойдут на стойки. Дельно. Все. Спать. Дмитрий Михайлович. Слышите? Что? Как что? Сосульки падают. Скоро тепло будет. Снег стает. По траве пойдем. По зеленой траве. Лесами. Спи. Спи, дружок. Сейчас. А знаете, весной в лесу дичи мне в ружьишко. Я вас всех прокормил. Я ведь охотник. Честное слово. Когда же ты успел? А с детства, с отцом. Я здорово стреляю. За месяц до войны чемпионом стал. Всей нашей Воронежской области. По юношам, конечно. 98 из 100 выбил. Вот. В положении стоя. Молодец. Спи. Спи, чемпион. Все. Спокойной ночи. Все ясно. Они меняют столбы ограды. Да. Бетонные ставят навечно. Петя! А? Что, Дмитрий Михайлович? Пойди сюда. Слушаю вас. Петя, быстро в штольню. Всех наверх. До подкопа метров 50. Если они проедут по тому месту. Тогда конец. Сколько же они еще будут ехать? До подкопа 10-15 метров.
чем они там? Не хватило сигарет. Он посылает их к другой вышке. Майор, они поедут дальше. Поздно. Черт возьми. Что случилось? Мы его раздавили. Ганс, смотри. Здесь туннель, как в берлинском метро. Господин комендант, все-таки очень жаль, что он раздавлен насмерть. Некого допросить. Да. Обратите внимание на его ботинки. На подошвах красная глина. Это глина оттуда, из-под копа. Сними ботинки, смажь ноги грязью. А зачем? Живо, ну! Внимание! Всем слушать мою команду! Кругом! Всем лечь! Ноги поднять! Не шевелиться! Смотреть внимательней. Вот красная глина. Увести. Los mit dir, du verdammter Schweinehund, bloß kein Theater hier! Los mit dir! Hinlegen! Лечь. Hinlegen! Я сказал лечь. Los, das Beine! Положите его. Abführen! Увести. Du kommst schon hoch, Franz! Mach schon hin hier! Los! Генерал Карбышев был взят в плен в самом начале войны. 6 июня 1941 года нарком Красной Армии направил его с инспекторской поездкой в Белорусский военный округ. Севернее Могилева, выходя из окружения, генерал Карбышев был контужен и в бессознательном состоянии захвачен в плен. Тут он мало похож на генерал-лейтенанта инженерных войск. Кроме того, он доктор военных наук, заведовал кафедрой в Академии Генерального штаба. Что, коммунист? Да. Плохо. Но он вступил в партию только в 1940 году, в возрасте 60 лет. Это проверено? Так точно. Мы внимательно просмотрели досье маршалов Тухачевского, Ворошилова, Тимошенко. Все считают генерала Карбышева крупнейшим ученым. Ну хорошо, а что у него с прошлым? С прошлым прекрасным. Кадетское училище, подполковник царской армии. Награжден царскими орденами святого Владимира, святой Анны, святого Григория, Георгия. Да-да, с мечами и бантами. Святого достаточно. Ну что ж, поздравляю вас, господа. Вы ловко выудили этого генерала из сотен тысяч пленных и бесчисленных рапортов о побегах. Сигару? Благодарю. Пожалуйста. Благодарю. Warum haben Sie ihn so zugerichtet? Er organisierte laufend Ausbrüche. Зачем вы его так избили? Его допрашивали. Он организатор побега. Врача. Вам что, неизвестен циркуляр имперской канцелярии о выявлении военнопленных специалистов? Почему вы сообщили о нем в Берлин только в рапорте о побеге? Почему вы не сообщили раньше? Он не похож на генерала. Старик какой-то. И все время болел. Этот старик стоит нескольких дивизий.
Ну как он? Puls kaum vorhanden. Пульса почти нет. Er liegt im Sterben. Он при смерти. Heilen Sie ihn. Лечить. Pflegen Sie ihn Tag und Nacht. Лечить днем и ночью. Wenn er umkommt. Если умрет, мы сорвем с вас погоны, гауптштурмфюрер. И рядовым на фронт. Извините, герштурмбанфюрер, я ведь ничего не знал. Wir werden ihn unbedingt ausheilen. Мы его обязательно вылечим. Heil! Herr Reichsführer, ich bitte gehorsam Господин рейхсфюрер, Gefangenen Karbischew den Ingenieurtruppen. я прошу вас передать пленного русского генерала Карбышева нам, инженерным войскам. Карбышев – величина мирового значения. Жуков, Рокоссовский, Конев, Ватутин и многие другие – все они слушали лекции генерала Карбышева в военных академиях. Его работы о линии Мажино и линии Зигфрида мы генерала читали вслух в нашем генеральном штабе. Крепость Брест, укрепленный район Ленинграда – все это дело его рук. Знания и опыт Карбышева весьма пригодились бы нам, немецким фортификаторам. Генерал фон Раубен прав. Карбышев хорошо известен в советской армии, да и во всех армиях мира. Но есть армия, которая нуждается в нем больше всех. Это создаваемая по инициативе нашего фюрера и под вашим шефством, господин рейхсфюрер, русская освободительная армия генерала Власова. Карбышев – это наиболее удачная кандидатура на пост начальника штаба РОА. Да, но вы поймите, полковник, Карбышев специалист по оборонным укреплениям. Зачем он вам? А зачем он вам, генерал? Какие укрепления вы собираетесь строить вместе с Карбышевым? Наши войска все равно возьмут Сталинград и двинутся на Урал и в Индию. Вам, генерал, нужен инженерный мозг Карбышева. Но мне кажется, гораздо важнее использовать популярность профессора Карбышева как фактор политический. Очень важно поднять престиж будущей русской освободительной армии. Вчера фюрер сказал, нужно беречь немецких солдат. Очень полезно, чтобы русские убивали русских. Самолет к отлету готов. Генерал Власов ждет вас. Прошу. Рад вас видеть, Дмитрий Михайлович. Прошу вас. Вот, Дмитрий Михайлович, как получается, вы даже не подали мне руки. А если бы вы знали, сколько потребовалось усилий и хитрости, чтобы освободить вас из немецкого лагеря. Это было невероятно трудно. Я сделал это, испытывая к вам давнюю симпатию. Ну и, разумеется, ради интересов нашей с вами Родины. Уверяю вас, крах России советской неизбежен.
но также неизбежно возрождение России новой, демократической. Немцы, конечно, сами не смогут управлять такой огромной территорией. Они будут вынуждены поделиться властью. И мы, истинно русские патриоты, должны уже сейчас, с оружием пусть даже немецким, закладывать основы нашей будущей России. Моя армия – это та реальная сила, которая в конечном счете принесет нашей истрадавшейся отчизне свободу. Дмитрий Михайлович, мы старые кадровые офицеры. Мы можем говорить совершенно откровенно. Здесь нас никто не услышит. Будем называть вещи своими именами. Ведь именно пресловутый коммунизм – первопричина всех нынешних бедствий нашей Родины. Вас высоко оценит будущая Россия. От ее имени я предлагаю вам, господин генерал, пост начальника штаба русской освободительной армии. Понимаю, фактор внезапности. Вы должны взвесить. Я ненадолго оставлю вас. Подумайте. Вперед! Sagt nichts. Слышите? Молчит. Bitte viel mehr Druck ausüben. General, Больше. Больше напора, генерал. Смелее ругайте нас, немцев. Не скупитесь на посулы. И в будущем русском правительстве вы ему пообещайте портфель министра обороны. Моя конечная великая цель оправдывает даже это сомнительное средство. Бедный фюрер. Он и не подозревает, что является жалким орудием в ваших руках. Остроумно, но недальновидно. Поймите, Дмитрий Михайлович, сперва мы используем помощь Германии, а потом наша Родина воспрянет так быстро, что немцы не успеют опомниться, как окажутся с мирными соседями новой великой России. А вы, Дмитрий Михайлович, будете военным министром будущего русского правительства. Порукой тому моя честь. Честь? О чем вы болтаете? Ни честь, ни судьба Родины, которую вы низко предали, а ваша военная безграмотность и жалкий страх за свою шкуру толкнули вас на путь подлости и измены. Я уверен, хоть сейчас вы и горячитесь, потом вы пойдете за мной. За вами? Да кто идет за вами? Такие же трусы и негодяи, как вы. Значит, не договорились. Но вы еще пересмотрите свою позицию. Вам будет предоставлена возможность убедиться в том, что за мной идут тысячи русских патриотов. Вы убедитесь в этом лично, своими глазами. Fehlgeschlagen. Господа, Meine Herren, ab heute sollen Sie Karl Beschäft... отныне вы должны неусыпно следить за Карбышевым. А ваше задание, капитан, с завтрашнего дня стать узником концлагеря. Фельдфебель, остановите колонну. Bitte sehr, Herr General. Los!
Это один из особых лагерей. Здесь лучше кормят, чисто содержат. Это зона А. Сюда прибывают будущие воины РОА, русские пленные из разных мест. Сейчас их повели на работу в каменоломню. А это есть добровольцы. Они изъявили желание вступить в армию Власова, русскую освободительную армию. В каменоломне они уже не работают. Скоро их отправляют в Бреслау на формирование. А там налево зона С. Это есть штрафная зона для тех, кто отказался и мешал набору добровольцев. За это каторжный лагерь и смерть. У вас есть выбор, генерал Карбышев. Дневальная по 3-му бараку. Вот ваше место, господин генерал. Переоденьтесь, пожалуйста. Да-да. Войдите. Здравия желаю, господин генерал. Я староста барака Барабанов. В будущем командир батальона русской освободительной армии. Это мои помощники, будущие командиры рот. Лагерфюрер приказал нам побеседовать с вами. Послушайте, вы Прохоров? Нет. То есть да, лейтенант Прохоров. Странно. Когда вы у меня слушали лекции в академии, вы были полковником. Нет, я лейтенант Прохоров, вы меня с кем-то путаете. Бывает. Хотя сходство удивительное. Но вы староста. В каком звании? Капитан артиллерии. В самом деле, капитан. Может, ты фельдмаршал? Стыд. Стоп, Что стоп. ты? Вот что я вижу, вы не очень доверяете друг другу. Давайте-ка по одному. Вы, командир батальона, останьтесь, а вы, ротный, побудьте за дверью. Теряем время, ну? Скажите, капитан, что привело вас к предателю Власову? Я живу один раз, сдохну тут просто. Завербоваться – это выжить. Этого шанса я не упущу. Поэтому я вступаю в армию Власова. Все ясно. Идите. Идите. Ну? Знаете, генерал, нам сказали, что вы набиваете себе цену. А тут у немцев так. Раз позовут, два позовут, а потом и перестанут. И будете вы тут подыхать под 5-значным номером. Глупо. Не споткнись! Спать! Ты! Всем спать! Спать! Фельдмаршал! Ну! Я ведь почему полковничье звание скрыл? Тут чуть что старших офицеров особо мучают. Постарайтесь-ка меня понять, Прохоров. Вы настолько усердно скрывали, что сами забыли, кто вы. А я хочу все забыть, все. Так легче. У вас есть дети? Двое. Жена? Мать? Все в Саратове. У меня 3. 2 дочери, сын и жена. И вот представьте себе, Прохоров,
что ваши близкие узнают, что вы командир роты в этой РОА. А суть этой армии в том, чтобы убивать русских, наших близких. Вы пытаетесь гнать от себя эти мысли. А вы думайте, Прохоров. Думайте. Полковник, ответьте. Только честно. Вы струсили в бою? Нет. Клянусь вам, нет. Нас же от полка всего 10 человек осталось. У нас... Мы же до последнего патрона все. У меня 2 ордена, 3 медали. А вот здесь как? Верю. Верю, что вы были храбрым командиром, Прохоров. Но почему вы трусите здесь? Здесь тоже фронт. Надо бороться, Прохоров. И возьмите себя в руки. Идите. Идите, полковник. Спасибо. Ну так кто ж ты? Лейтенант или полковник? Старшина Чижов, десантник. Попал в плен под Севастополем. Как вас зовут? Гарольд. Что-что? Гарольд. Не понял. Гарольд, это отцу нравился американский киноартист Гарольд Ллойд. Ну вот и. Бывает. Товарищ генерал, я много вас слышал. Мне генерал Ракитин о вас рассказывал, да и другие, с которыми вы в разных лагерях были. Я очень вас уважаю. Ну, хватит обо мне. Давайте-ка о себя. А у меня, товарищ генерал, все четко. Вся эта власовская армия, все это для маскировки. Мне бы только автомат в руки. И наплевать, кто его даст. Пусть даже и немцы. Мне 25. Я их убил 19. Мне бы еще добрать 6, чтобы уж за каждый год моей жизни по одному фрицу. Ведь если таких, как я, будет 1 на 10, можно уволочь на тот свет все вооруженные силы этого великого райха. Скажите мне, товарищ генерал, вы мой маневр с этим РОА одобряете? Нет, не одобряю. Да? Я докажу. Ja, besonders diese da, die Wühlmäuse. Los, Wulki, mach schon, aber rasch, rasch. Миш, почини-ка. Бери. А вон там, товарищ генерал, в той стороне карьера зона отгорожена, штрафная. Это для тех, кто сорвал прошлую вербовку в РОА. Лютуют над ними немцы. Ужас как. Вон они, штрафники. Видите, все в черном. Это специально для нас наглядная агитация, чтобы мы не забывали, если не к Власову, то туда, к смерти поближе. Там среди них генерал Ракитин. Он просил устроить встречу с вами. Конечно. Где? Как? Это вам попозже скажут. Сейчас, браток, спотыкаться нам с вами никак нельзя. Bitte, что ты? Dürfen Sie nicht! Ich nicht! Was hast du da gesagt? Погоди, слышь. Ну, ударь!
ударь меня, если тебе так хочется. Ну бей, бей, а его не трожь. Ну бить-то или как-то по-вашему. Ну бей, бей, а его не трожь. Мюллер, Лассе. Мюллер, не трогай их. Schneller! Здравия желаю, товарищ генерал. Я Никифоров, Павел. Слушаю вас. Идемте. Сразу после сирены вас будут ждать у забора штрафной зоны. У лестницы. Времени будет в обрез всего 1 минута. Поторопитесь. Сам не помогать, не помогать! Munter, munter, munter! Los mit euch! Генерал-майор, танкист. Отсюда нас скоро в лагерь смерти. За саботаж набора в эту вонючую армию Власова. Мы тут что могли делали. 15-го опять вербовка. Тут кое-кто от испуга и голода сдает. Надо драться за каждого. Запомните фамилии верных людей в вашей зоне. Зуйков, Никифоров, Куделя. Они вас свяжут с другими. Зуйков, Никифоров, Куделя. Слышали, что штрафников с работы не привели? Знаем. Их прямо из каменоломни этапом в лагерь смерти. И бараках пока пустой. Да, плохо наше дело. Почему плохо? Да потому что наши регулярные части либо разбиты, либо за проволокой. В плену. Точно. А воюют кто? Старики да мальчишки. А военный потенциал? Вся Европа с немцами. Сегодня с немцами, а завтра будет против. Подожди, дойдут наши до Германии. Завтра. До этого завтра нас сегодня всех укокошат. Да все ты врешь, Орлов. Красная армия не разбита, а воюют все. И старики, и мальчишки тоже. Вот именно. Вот Алеша. Летчик-истребитель из нашего полка. Тебе, Леша, сколько? Да уж 21-й. Да уж 21-й. А самолетов сбил? 6 сбил? Не, только 5. Да погоди, я хорошо помню последний бой под Ростовом. Ты тогда еще Хенкеля прошил. Да не. Тот 5-й был, товарищ капитан. Или вот Шурик. Полжизни летаю, а такого штурмана, как он, не встречал. Да вы скажете. Да у них сейчас по 2 боевых ордена. Понял? А вы говорите, мальчишки, воевать некому. Да все мы летали, стреляли, сбивали, слышали. А что мы тут можем? Со спутанными ногами в плену. Главное, чтобы душа не запуталась. Понял? Посмотрим, где твоя душа в день вербовки будет. Да, 15-го на вас поглядим. Вот-вот. Всем спать! Необходимо, чтобы эта памятка побуждала пленных к активным действиям. Вот поэтому лагерь фронт, а мы солдаты. Здорово. В общем-то, правильно. Второй тезис. Дисциплина и организованность. Как что тут у вас? Я пишу памятку для военнопленных. Как вести себя в плену? Как вы, Барабанов, относитесь к мысли? Дисциплина и организованность, как в действующей армии. Пустые игры, генерал. А обыщут, найдут эту бумажку и сразу каюк. Обыскивать будете вы?
моя политика нейтралитет. Не будет на моих руках ни русской, ни немецкой крови. Это как же так можно? А так. Идите к себе, генерал. Вдруг будет поверка. Не нарывайтесь. Товарищ генерал. Слушаю вас. Спокойной ночи, товарищ генерал. Спокойной ночи. До свидания, товарищ генерал. Не понимаю, к чему вы прощаетесь. Вы мне что-то хотите сказать? До свидания. Что же вы? Почему не сказали, товарищ капитан? У нас один шанс из 100. Он не одобрил бы наш побег. Слишком рискованно. Пошли, ребята. Fassen lebendig! Auf eins in die Fresse! Aber den Kopf schlagen! Passt an den Pfoten! Летчики, Дмитрий Михайлович, наши летчики. Если бы не сирена, смогли бы уйти. Да где там? Попусту погибли. Зазря. Нет. Они герои. Alles auf die Pritschen! Los, auf die Pritschen zurück! Schnell, schnell, ihr verfluchten Sauhunde! Дмитрий Михайлович. Это тот, русский генерал. Jeder Fluchtversuch gilt als ein schweres Verbrechen. Ihr werdet mit dem Tode bestraft. Запомните, любая попытка к бегству – тягчайшее преступление. Оно всегда будет караться смертью. Anlegen! Achtung! Feuer! Теперь послушайте объявление. 15 числа во вторник будет опять вербовка в русскую освободительную армию. Всем, кто дал предварительное согласие подготовиться, приедет высокое начальство из Берлина. Второе объявление. С сегодняшнего дня нормы выработки в каменоломне увеличиваются еще на 30%. Кто не выполнит, в карцер. Zur Arbeit antreten! В июле 1943 года на Курской дуге в районах Орла и Белгорода развернулась одна из самых крупных битв Великой Отечественной войны. Против советских войск были брошены миллионная гитлеровская армия и огромное количество новейшей военной техники. Враг стремился взять реванш за свое поражение под Сталинградом и повернуть ход войны в свою пользу. В своей сегодняшней лекции я пользовался исключительно фактами. Причем фактами, взятыми не только из немецкой прессы, но также из английских, американских, шведских и других серьезных источников информации. Вывод один.
Поражение России неизбежно. Итак, кратко суть основных аргументов. Французские заводы Рено, чешские Шкода, итальянские Фиат, голландские Philips, многие мощные концерны Европы работают сейчас на Германию, умножают ее военный потенциал. В то время как оборонная промышленность русских ослаблена массовой эвакуацией на восток, потерей сырьевых баз и рабочей силы. Что касается военно-технической помощи Советам со стороны Англии и Америки, то она ничтожна. И, наконец, с начала войны Советы потеряли более половины своей армии, это главное. Потеряли вас, цвет Красной армии опытных кадровых военных. Вы не на фронте, а здесь, в плену. Красная армия обречена, у нее нет выхода. У вас он есть. Единственный разумный выход. Расскажет вам о нем офицер Руа Володин. Друзья, соотечественники, еще недавно я пребывал в таком же лагере, как и вы. А сейчас мое положение отличается от вашего. Вырядился, как петух. Нет, друзья, одежда, питание – это не главное. Я освободился от дурмана красной пропаганды. Эта пропаганда опутывает некоторых из вас даже тут, в лагере. Есть и у вас тут агитаторы, но не верьте им. Ну, короче, дали тебе оружие, или нет? Что потупился, голубок? Стрельни в небо. Стрелять мы будем с вами, борясь за нашу новую Россию. А кобура-то у него пустая. Есть вопросы? Вопросов нет, все ясно. Я внимательно прослушал вашу лекцию. И должен заметить, лекция слабая, малоаргументированная. А факты подобраны явно тенденциозно. Так что те, кто вас послал, будут вами недовольны. А почему мной будут недовольны? Потому что ты дурак безмозглый, сука фашистская! Na, hoch mit dir. Я бы расстрелял генерала Карбышева немедленно. Он фанатик, русский фанатик. Эрнст, мы ломали не таких. Этот другой. Каждую секунду, даже здесь, в плену, он ведет с нами бой. А полковник? Наш полковник, к сожалению, этого не понимает. Я думаю, шеф понимает. Но он должен поддерживать иллюзии Гиммлера, как мы с тобой поддерживаем иллюзии нашего шефа. Твои любимые сигары. Успокойся. Тебе не надо было проводить детство в России. Да, без таких гримас в моей биографии все было бы иначе. Сидел бы, как и ты, в отделе, а не играл бы эту комедию. Занимаясь стариком, я вышел на подполье. В самом деле? Если повезет, через 2-3 дня у тебя будет список руководителей лагерного сопротивления. Прекрасно. Hier, nehmt eure Leiche. Братцы, моряк, Михаил, что же они с ним, мерзавцы, сделали? Осторожно, он без сознания. Видишь, избили как? Дмитрий Михайлович, не надо. Ему нужно помочь. Темное тут дело, товарищ генерал. Почки отбили, гады. Держись, Михаил, потише. Ребята, браток. Воды ему клади. Прибыл не общим этапом. Вот. Я тоже. Говорит из Севастополя. Толковал я с ним. Не из Севастополя он. Наши его проверяют. Сюда бы этого лектора. Посмотрел бы, что тут с нами делают. Но ведь есть Женевская конвенция о пленных, черт возьми. Не про нас эта конвенция. Гарольд, немедленно размножьте эту памятку. Отбой! Передайте экземпляры Никифорову, Зуйкову, Куделе.
Садитесь, товарищ генерал. Попей-ка тепленького. Миш, так вот хлебушка. Спасибо. Ох, как они тебя. Ничего. Они нас тоже пусть боятся. Молодец, Михаил. Спи. Спи. Спи, моряк. Спи. Когда я ему пить давал, от него запах вроде как бы сигара. Ну как ты? Терпимо. Отдыхай, корешок. Пока. Спасибо, Петрович. Иди спать. Фактов достаточно. С ним медлить больше нельзя. Да. Wer war während der Explosion in der Nähe von diesem Gefangenen? Los, vortreten! Кто был в момент взрыва рядом с этим заключенным? Отвечайте. Он ваша тень, агент СС. И мой 20-й. Угу. Ich wiederhole, wer war in der Nähe dieses Gefangenen? Der muss vortreten. Повторяю, кто был рядом с этим заключенным, выйти вперед. Ich garantiere, dass demjenigen, der vortreten wird, nichts passieren wird. Кто выйдет сам, ничего не будет. Wache, raus mit ihnen! Тогда охрана сама найдет этих людей. Du warst auch dort. Ты тоже был там. Vernehmen und erschießen. Допросить и расстрелять. Herr Kommandant, diesen Menschen haben nicht gesehen. Они ничего не видели. Это видел я. Он был убит шальным камнем во время взрыва. Sie waren nicht daneben. Вас не было там. Ich war nebenan. Пусть охрана на меня внимательно посмотрит. Ich war nebenan. Я был там. Sehen Sie. Wache! Охрана. Schauen Sie ihn an! Посмотрите на него. Jawohl, er war dort. Да, он был там. Das soll er mal Пусть erklären. объяснит. Heraus mit der Sprache, wie kann man Sie Отвечайте, как вы оказались у штрафной зоны? Я вынужден был спрятаться от взрыва под вагонетку. Мне трудно угнаться за молодыми. Er sagt, er sei ein alter Mann und konnte die Deckung nicht erreichen. Он говорит, что он старый и не успел добежать до укрытия. Ach so. So meinen Sie auch? Пусть это будет несчастный случай. Да. Только так и надо рапортовать в Берлин. Иначе этот случай обернется несчастьем для нас. Все по местам! Продолжать работу! Спасибо, товарищ генерал. Я тоже рад, Гороль, что все так обошлось. Еще б секунда. Не видать севастопольскому матросу родных парусов. А теперь держись, гады. Я живу. Товарищи командиры и красноармейцы, я обращаюсь к вам так, потому что лагерь — это фронт. А мы советские бойцы и ведем бой. Послезавтра очередная вербовка в так называемую русскую освободительную армию. Немцы хотят сделать нас изменниками. И для этого уничтожают физически наиболее стойких из нас. А тех, кто слабеет, кто теряет веру, они ломают
каторжным режимом и такими вот лекциями. Да, верно. Правда, что на Гитлера работает вся Европа. Правда, что первый этап войны сложился неблагоприятно для нас. Правда, что немцы дошли до Волги. Правда, что многие наши кадровые части были выведены из строя. Но это правда вчерашнего дня. Главная, основная правда дня сегодняшнего в том, что все планы гитлеровского командования сорваны. И в том, что немецкая армия остановлена. Этого нельзя было сделать голыми руками. Те из вас, кто недавно в плену, кто еще недавно был на фронте, на передовой, своими глазами видели новые советские танки, новые самолеты, новые пушки, которые ни в чем не уступают гитлеровским, а во многом превосходят их. Это значит, что эвакуация нашей оборонной промышленности на восток удалась. Лектор предсказывал победу немецкого оружия в летних сражениях этого года. Но логика событий и фактов войны говорит о том, что и летом этого года гитлеровцы будут терпеть поражение, так же, как под Москвой, так же, как под Сталинградом. Лето этого года будет переломным в войне. Один из признаков слабости немцев – попытка организовать эту самую РОА, армию предателей, армию русских, готовых стрелять в русских. Я хочу, чтобы вперед сейчас вышел тот, кто готов стрелять в свою мать, в отца, в брата, в свою сестру. Ну, кто? Главное из того, что я вам сказал, вот здесь, в этой памятке, необходимо, чтобы ее прочли все военнопленные во всех бараках нашего лагеря. Прочли и подумали. Господин полковник, люди построены согласно вашего приказа. Прекрасно. Ждем ваших указаний. Начинайте. Внимание, господа! У вас сегодня счастливый день. Немецкое командование великодушно представляет вам, военнопленным, возможность приобрести свободу. Свободу получит тот, кто добровольно подпишет согласие вступить в русскую освободительную армию Власова. Еще раз поздравляю вас, господа. Желающие, начиная с первых шеренг, могут подходить к столам записи. Просьба не толпиться и соблюдать порядок. Прошу. Прощайте. Налево встань. Встань сюда. Распишитесь. Встаньте в строй. Распишись. Поздравляю. Встань налево. Ну-ну, смелее. В чем дело? По предварительным опросам дали согласие около 200 человек. 2 роты. Господа, вы ведь все раньше дали согласие. Вот вы. Я пока воздержусь. Оружие ведь не даете. Вот если б оружие. Suchen Sie die Schuldigen und erstatten Sie mir Meldung. Выявить зачинщиков. Всех подозреваемых в штрафную зону. Geht in Ordnung, Standartenführer.
Jeder Fünfte gehört sofort in die Sperrzone, ihr Schweine! Alle Anstifter ins Gefängnis! Каждого пятого в штрафную зону, главарей в тюрьму! За руки! За руки! Держись, ребята! За руки! Schweine! Bitte sehr. Danke. Heil! Heil Hitler. Der Reichsführer befand... Рейхсфюрер назначил мне в 14:30. Да-да, генерал. Прошу вас подождать. Хорошо. Na los, raus mit euch! Vorwärts mit dir! Na, schneller, schneller! Raus mit euch ist befohlen worden! Не волнуйтесь. Сам сойду. Дмитрий Михайлович, руку. Nicht so müde, Herr Heines! Vielleicht machst du mal, dass du da reinkommst. Na, hier raus! Bitte. Ja, Herr General. Ну, генерал, в сложный переплет попал я с вашим Карбышевым. Он не мой? Ну и хорошо, что не ваш. Не связывайтесь с ним. Даже Власов просит расстрелять его. А я вас предупреждал, что Карбышев и армия Власова несовместимы. Он фанатик, советский фанатик. Почему же вы так азартно за него боролись? Я бы не боролся, если бы не понимал, как сильно хотели этого тут и выше. Генерал, рейхсфюрер ждет вас. Мой вам дружеский совет, генерал. Бросьте эту затею с Карбышевым. Он будет повешен. Schnell! Los! Товарищи, прощайте! Товарищ генерал! Дмитрий Михайлович! За нас отомстят наши! Отомстят! Палачи! Будьте вы мерзавцы! Ausziehen! Раздевайтесь. Nehmen Sie das. Наденьте это.
Zurückbleiben. Добрый день, господин генерал. Хайнц фон Раубен. Мои родители немцы из Прибалтики. В данном случае я рад, что хорошо говорю по-русски. Sie sind frei. Прошу. Знаю в подробностях, как вы там набедокурили с вербовкой в РОА. Садитесь, пожалуйста. Узнал с удовлетворением. Вербовать вас в эту шутовскую армию? Будь я на вашем месте, поступил бы точно так же. Кофе, чаю. Меня кормили. Раньше я только читал вас. Теперь счастлив видеть. Для меня поспорить, подискутировать с таким специалистом, как вы, большая радость. Здесь я имею все ваши печатные публикации. Вот. Полное собрание сочинений. Вероятно, о моих работах вы, генерал, были информированы не так широко. Я тоже знаком со всем, что публиковали вы. Кроме того, что я успел сделать за время вашего пребывания в плену. Но этот пробел мы легко восполним. Вот отдел минных заграждений. Мне удалось собрать здесь сильных специалистов. Леклерк из Франции. Вы, наверное, знаете его работы. Бельгиец Дальс. Греческий фортификатор Зермос. И ряд других. Многие из лагерей. Этажом выше отдел понтонных переправ. Господин генерал, мне бы хотелось знать, вам было интересно видеть то, что я вам показывал? Интересно. И у меня вопрос. Пожалуйста. Зачем вы посвящали меня, врага, во все свои секреты? О, тут нет риска. Все секреты останутся с нами. Вы не по ту сторону фронта, а по эту. Я намерен показать вам кое-что еще. Там наверху у вас столовая. Здесь ваша спальня. Там сад. Это библиотека. Значит, вы у меня в гостях. Именно так. И к новоселью у меня есть для вас особый подарок. Я знал, что это доставит вам радость. Поставьте их на стол. Всегда будут перед вами. Алена, ваша старшая, вся в отца. Военное инженерное училище весьма редкое занятие для женщины. Не удивляйтесь моей осведомленности. Я извлек фотографии из вашего досье. Довоенные снимки. Жена Лидия и младшие дети. Татьяна, Алексей. Поздние дети. Большая любовь.
Неужели вы не понимаете, генерал, что я не буду сотрудничать с вами? Никогда. Русский ученый Попов дал радиосвязь армиям всех стран. Двигатели немца-дизеля установлены во всех танках и в военных кораблях, в русских также. Но ведь никто не судил за предательство ни Дизеля, ни Попова. Наука и техника, генерал, международны. Они выше нации, выше политики. Ни Дизель, ни Попов не совершали своих открытий в плену врага. Да что вы, кончится война, и работающий меня француз Леклер, и бельгиец Дальс, и этот грек Зермос вернутся домой и останутся добрыми патриотами своих стран. Вы ошибаетесь. Для своих стран они отныне предатели. Ладно, оставим эту тему. Да, хватит. Я требую, чтобы меня отправили в лагерь военнопленных. Ваше последнее слово? Да. Хорошо. Но когда вам наскучит роль великомученика, дайте мне знать. Вам достаточно будет заявить об этом любому лагерному офицеру. А это возьмите. Самолеты, ребят. Наши. Наши товарищи. Его взяли в карцер за побег. Из карцера живым никто не вышел. Так что не может он быть ни здесь, ни в Москве. Слышишь, Глухов? Тогда кто же есть тот старик? Ты
часто видел генерала Карбышева. Узнать сможешь? Дмитрий Михайлович. Петя, дружочек. Товарищ генерал. Дмитрий Михайлович, а это наш подполковник Глухов. Глухов. Карбышев. Он вашу памятку для пленных читал нам всем наизусть. Благодарю, подполковник. При встречах со мной будьте осторожны. За мной слежка. Лето 44-го года. Разгромив на главном направлении основные силы врага, советские войска вышли на границы Германии. Да, ситуация на Восточном фронте крайне напряженна. Но для пессимизма нет оснований. Наш фюрер уверен, что инженерные войска сумеют превратить Германию в неприступную крепость. Барон фон Раубен, отныне ваше управление будет получать из лагерей заключенных лучшего качества и в неограниченном количестве. Разрешите, господин рейхсфюрер? Прошу. Я хочу напомнить о вашем предложении составить новые списки имеющихся в наших лагерях специалистов, представляющих интерес для генерала Раубена. Кстати, барон, тот Карбышев, которого вы у нас вытребовали, сотрудничает с вами? Нет. Он жив? Да. И все-таки надо его заставить работать на нас. Фюрер может спросить о Карбышеве. Взгляните. Это подлинная красная звезда, напечатанная там, в Москве. А эту сделали мы. Полное сходство, за исключением этой заметки, из которой явствует, что Карбышев приговорен на родине к расстрелу. Да, ловко. Также хорошо сделан фотомонтаж для листовок. Карбышев и фюрер. Карбышев и Гиммлер. И, наконец, Карбышев со своим непосредственным начальником, генералом фон Раубеном. Я знаю, вы человек храбрый, смерти не боитесь, но это пострашнее смерти. Уверяю вас, эти фальшивки сделаны без моего ведома. Они будут пущены в ход органами СС помимо моей воли. Если вы по-прежнему будете несговорчивы. Какая низость. Предел подлости. В это никто не поверит. Я уважаю ваше мужество, вашу стойкость, ваш жертвенный героизм. Но ведь об этом героизме никто не узнает. А о вашем предательстве, пусть даже поддельном, будет знать весь мир. Ваше имя станут произносить с презрением и проклятиями. Невеселые перспективы, генерал. Я вам предлагаю вполне пристойный выход. Вы останетесь несгибаемым мучеником для всего мира, для своей страны. А мне, лично мне, поможете решить ряд чисто научных инженерно-оборонительных задач. О ваших консультациях не узнает никто, кроме меня. Я гарантирую вам тайну. Это вы говорите о чисто научных инженерных задачах? Вы редкий поборник чистой науки. И вы напрасно иронизируете, генерал. Напрасно. Мы с вами люди европейской культуры. Поверьте, нам с вами не могут быть безразличны судьбы вековых
духовных ценностей Германии. Той нашей Германии, которая дала миру Канта, Баха, Гёте, Шиллера, Бетховена, Гегеля. Господин барон, Германии Бетховена и Канта нет. Ваша партия, членом которой вы являетесь со дня ее основания, растоптала ее солдатскими сапогами. И вам не к лицу брать на себя роль ее спасителя. О моем добром имени не беспокойтесь. Я не боюсь никаких провокаций. Я побывал в 11 ваших концлагерях. Не в моих. У меня другое ведомство. В ваших. Я встречался с тысячами заключенных. Некоторые уже вырвались из ваших застенков. Многих освободит наша армия. И правда перечеркнет ложь. Эти фальшивки будут обвинением против нацизма. Эти фото будут обвинять не меня, а вас. Фашизм и вас, господин барон Гейнс фон Раубен. Запомните это. На днях я видел секретный циркуляр Гитлера. Его жестокость вызвала мой внутренний протест. Но вы, вот именно вы, заставляете меня согласиться с целесообразностью этого приказа. Копия этого приказа не будет ни в одном концлагере. Содержание приказа вы должны запомнить и довести устно до сведений всех комендантов лагерей, филиалов и отделений. Совершенно секретно. В связи с временными затруднениями на Восточном фронте в лагерях участились акты саботажа, вражеской агитации, возросло количество побегов. Это вызывает необходимость беспощадной ликвидации всех, кто замешан в перечисленных фактах, и всех, кто потенциально опасен для будущего Германии. Акции по уничтожению начать немедленно. Адольф Гитлер. Господин лагерфюрер, группа доставлена. Состав, кто они? Участники сопротивления, главари и организаторы побегов. Русские, поляки, чехи, итальянцы, французы, немцы. Что за барак? Баня. Скорее бы в тепло. Вводите. Шланги приготовлены? Так точно, господин комендант. Weg von den Fenstern! Отойти от окон.
Гердаус! Начинать. Первое воскресенье мая. Территория концлагеря Маутхаузен. Траурная манифестация. Это происходит каждый год в первое воскресенье мая. Исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне, присвоить посмертно звание Героя Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск Карбышеву Дмитрию Михайловичу. Никто не забыт, ничто не забыто.